Турция стала одним из главных центров российской эмиграции. Сюда вылетали без всего, там, без денег, просто вылететь. Турки очень любят торговаться, договариваться. А вот здесь вы сделаете нам, например, скидку на российские энергоносители и сделайте ее очень серьезно. Возможно, самый яркий пример лавирования Эрдоган показывает, конечно, в ситуации с Украиной. Тот банк, где мы открываем счета, они очень любят русских клиентов. И мы отправляли, например, мерседесовские автозапчасти. А Мерседес знает, что это в России идет? Страной управляют люди, которые ничего не понимают в экономике. Инфляция по официальным данным от 60 до 80%, по неофициальным выше 100%. В Турции, вы знаете, наверное, переворотов было очень много. Около 200 журналистов тогда было арестовано. Традиционные СМИ, крупные национальные каналы не слышат голос народа. В день мы принимаем как минимум 200 иностранцев. Русских, украинцев, немцев. Туркам все равно. Им главное, чтобы не было никаких национальных конфликтов. Вот эта политика сидения на всех стульях, как долго будет у Турции получаться? Привет, друзья! Видите, погода под стать обстановке. Мы в Стамбуле. Уверен, многие из вас здесь были. Снимать наш большой выпуск про эту страну мы начали еще до объявления в России мобилизации. Но, кажется, сейчас эта тема стала намного актуальнее, потому что после 21 сентября Турция в очередной раз стала одним из главных направлений и хабов российской эмиграции. И без нее в последние полгода, уже больше полугода, Турция остается еще и нашим главным порталом во внешний мир. После того, как закрылась и продолжает закрываться Европа и вообще Запад, самый простой способ покинуть Россию, по крайней мере по воздуху, это, конечно, Турция, если вы летите за границу. Турция – важнейший торговый партнер России. Вы, наверное, знаете, что сюда идет газопровод «Турецкий поток», о котором сейчас много говорят. Реджеп Таyyip Эрдоган, местный президент, постоянно встречается с Путиным. Вот совсем недавно они в очередной раз встречались. В общем, страны и лидеры стран явно друг другу близки и друг друга понимают. При этом Турция не просто партнер Украины. Турция поставляет оружие Украине. Мы помним про дроны «Байрактары», мы помним про бронетранспортеры. Недавно целый корвет спустили на воду турецкий для Украины. Как же удается этой стране лавировать и сидеть на всех стульях в мире, где от каждого чем дальше, тем больше требует занять четкую позицию? И почему при таких ясных и внятных успехах во внешней политике внутри не так, чтобы все хорошо и стабильно? Например, здесь сейчас весь последний год огромная инфляция, цены растут буквально на все об этом говорят. Что вообще здесь происходит внутри страны с политикой, с экономикой? Ну и, конечно, мы не могли не задаться вопросом, что здесь с двойными сплошными, с цензурой, со свободой слова, с вот этим всем. Насколько вообще логично бежать или уезжать в Турцию от авторитаризма? Я планировал уже прям совсем скоро уезжать. И когда произошла вся эта ситуация, я еще до выступления Путина 20 сентября купил билеты. Подожди, но ты же вроде работник IT-компании, Да, причем да. я знаю, что аккредитованный, ты говорил. Да. И зачем, если ты, у тебя право на бронь, зачем так спешно уезжать? Ну, мне не очень хочется дальше быть в роли какого-то персонажа из диссидентского романа. Это слишком... У меня все-таки другие планы. Мне хотелось бы быть более продуктивным, более спокойным. Не знаю, мне слишком много времени у меня уходит на то, чтобы мониторить ситуацию. Там, грубо говоря, еще и с этим призывом мобилизация. Она, даже та же мобилизация, отсрочка от мобилизации мне совсем не давала гарантии, потому что процессы совсем непрозрачные и совсем не очевидно, что будет через месяц или даже через неделю.
24 сентября я почувствовал непосредственную угрозу своей безопасности и жизни. Когда была объявлена частичная мобилизация, такое хитрое слово, я понял, что это может непосредственно коснуться меня, потому что я являюсь лейтенантом запаса. Медицинской службы. Лейтенантом медицинской службы, Вы да. врач, да? Да, я врач. Вот. Мне 37 лет, то есть как раз я подхожу под первую волну, вот эту табличку, которую распространяли, я прям четко укладываюсь во все критерии первой категории призыва. Вы не получили повестку? Нет, не получил. Первичный пункт моего прибытия был Стамбул. У меня там живут друзья, там большое комьюнити сейчас русскоязычных людей. О, да. Но поскольку наплыв неимоверный после объявления частичной мобилизации, большие проблемы с жильем. Здесь, в Анталии, с 24 февраля живет мой друг. Он арендовал квартиру на год и предложил мне, в общем-то, побыть у него, пока я не определюсь, что делать дальше, не определюсь с жильем. Вот, не легализуюсь как-то здесь. Вы планируете ВНЖ получать? Планирую и, наверное, планирую двигаться куда-то дальше. У меня было очень много вариантов, на самом деле, но остановился именно на Турции, поскольку это отличный хаб для того, чтобы двигаться куда-то дальше. Плюс мне очень нравился Стамбул. Я смотрел много сюжетов про Стамбул. Мне понравилась здесь архитектура, хотелось посмотреть этот город. Так как это мое первое пребывание за границей, то хотелось сразу в то место, в котором мне будет интересно. Поэтому я не рассматривал, так скажем, более бюджетные варианты. Я не знаю, чем я буду заниматься, если честно. У меня такая дорога, она совершенно пустая. У меня нет сейчас никаких ориентиров, кроме тех, чтобы не нарушить нигде законы, где я нахожусь, и найти способ к существованию, достойный способ к существованию, более-менее. А так, в принципе, я, наверное, буду заниматься тем, чем мне позволят заниматься. Мы продолжаем с ребятами помогать искать жилье, если это то есть кого-то вписывать или помочь за деньги найти за небольшие что-то на короткую, на 2 недели, на месяц, подсказать, если кто-то тут остается, проконсультировать, какие нужны документы. Если человек в целом несет ответственность за свою жизнь, то он, скорее всего, приходит с конкретными вопросами, которые быстро решаются. Если это помогите мне, но я не знаю, что мне нужно, тут сложнее. Я сюда летала много ранее. Просто как турист. И мне понравился Кадыкёр. Я давно думала, что... то есть у меня там были какие-то варианты по Европе, но, наверное, в тот момент я не была готова ни морально, ни физически с ребенком одна ехать, условно, в Англию или в Германию. Вот. А Стамбул мне уже нравился на тот момент. Сыну 10 лет. Да, сейчас 10. Вот он завтра идет в школу. Тут 12 сентября начинается школа. Сын в школе уже на турецком, соответственно. Да, он сам начал на турецком. А ты чем занимаешься? Я коммерческий редактор. Я пишу и редактирую для брендов. Соответственно, для брендов, которые в России? Нет, не обязательно. Я пишу на английском и на русском. Поэтому ты пишешь на английском. Да. То есть ты уже не привязана к российскому рынку? Виктория переехала после 24 февраля, и у тебя был в Москве ювелирный бизнес. Я его уже сделала, и моим планом было делать это, конечно же, в России, с возможной доставкой по всему миру, но все было готово там. Мастерская, оборудование, коллекция, в общем-то, и так далее, для базового запуска. Да, и сейчас я в процессе... Почему ты решила уехать? Я решила уехать... По бизнес-причинам или по идейным причинам? По идейным. То есть с бизнесом это не связано? Нет, это никак не связано с бизнесом, это не была готовая какая-то стратегия, и это просто единственная доступная форма протеста для меня. Тут тоже надо понимать, что у турков сейчас интересная политическая позиция. Тут, тоже, скажем, есть разделение на тех, кто, условно, против войны, и... То есть они следят в целом? Да, но тут есть и те, кто говорят, в целом НАТО, конечно, вынудило. То есть и тут тоже таких много. То есть все не так однозначно? Да, все не так однозначно. И
Я думала, что такая повестка только у какого-то возрастного населения. Нет, есть молодые люди, есть люди, которые там работают в организациях а-ля ООН, и которые тоже говорят, ну, надо посмотреть, смотря с какой стороны. То есть к Америке отношение не важно? Неважно. Тут тоже есть вот это разделение Запад, значит, и все остальное. Вот мы и Запад, вот этот Запад. Про то, что Глеб Яных переехал сюда еще в марте, и теперь один из главных русскоязычных блогеров Турции, мы все знаем, потому что ты давал интервью Ксении Собчак в апреле. Вы скажете, не время красоваться перед телекамерами, надо искать работу. Правильно. На что ты живешь? Ну, во-первых, у меня, безусловно, есть сбережения, и их достаточно много для того, чтобы прожить несколько лет в Турции. Значит, когда мы, не побоюсь этого слова, убежали, я, Эля и двое наших детей, то мы взяли по 10 тысяч долларов, сколько можно вывозить. Вот 40 тысяч долларов, если так вот умеренно, здесь можно прожить в семье 4 человек 2 года. В принципе, нормальная жизнь – это 1000 долларов в месяц снимаешь квартиру, 1000 долларов в месяц на еду, на все про все. Я здесь и раньше бывал, мне здесь просто очень интересно и очень прикольно. Я как прохожу такой сложный квест, такой неожиданный, да, вот ты должен, не зная турецкого языка, встроиться во всю эту жизнь. Там где-то я живу там на окраине города, да и здесь в центре. Там хочешь тратить меньше денег в Турции, ты должен знать турецкий язык, да. Туркче, сейчас, да, я вспомню, когда будет по-турецки. Türkiye'de aspara harcamak için Türkçe bilmek gerek. Это значит, чтобы в Турции тратить меньше денег, ты должен знать турецкий язык, понимаешь? Мы в Стамбуле на Гранд-базаре. Это очень известное место. 66 крытых улиц, десятки тысяч разных лавок продают все, что душе угодно. Я сюда зашел, потому что есть такое хорошее выражение «хем зиарет, хем тиджарет». Это арабские слова, но поговорка турецкая значит «убить двух зайцев» или и рыбку съесть, и поторговать. Очень точно передает местный менталитет. То есть турки очень любят торговаться, договариваться. Это вообще такая, национальная черта, можно сказать. И она очень ярко демонстрируется в современной турецкой внешней политике. Вот 2 последних случая. Финляндия и Швеция собрались вступать в НАТО после Украины. И Турция, тоже член НАТО, заблокировала это решение. Вы помните, что она член Альянса. Там нужно единогласное согласие всех членов Альянса. И они сказали нет. Они принимают у себя курдов, которые террористической активностью занимаются. Нет, не годится. И через какое-то время они все-таки согласились, потому что Швеция и Финляндия обещали принять регуляцию в отношении курдской миграции. На самом деле, все рассказывают, что дело в том, что Турция расторговала этот вопрос с Вашингтоном, потому что это другая большая история. Турция одновременно в последние десятилетия покупала оружие и у Америки, это понятно, член НАТО, и у России. Они должны были купить комплексы Patriot, ПВО, а купили в итоге, там что-то не договорились, не так пошло, и в итоге купили С-400 у России. После того, как они решили не покупать у американцев комплекс Patriot, да, она именно призвана утвердить это право Турции делать все, что ей хочется на своей территории и в своей внешней политике, независимо от того, что она находится в НАТО. Он может капризничать, Эрдоган, он может постоянно быть вот таким enfant terrible, ему это позволяет его положение. Когда вы покупаете такие системы типа Patriot или С-400 в современном мире, вы должны понимать, что они находятся под управлением страны, которая вам их продала. То есть? Это очень важно. В любой момент страна-производитель может этот комплекс отключить и превратить в ненужный хлам. Просто. Дистанционно. Совершенно верно. Может даже подорвать выстреленную ракету, так сказать, даже если ликвидировать прямо в воздухе, да, если почувствовать, что что-то... Да. Это включенные технологии, их нельзя оттуда вынуть. И вот когда турки попросили у американцев Patriot, такой, который бы в кармане лежал, с полным доступом
Американцы им этого не разрешили. А русские разрешили экспортный вариант. И турки даже не колебались ни секунды. Сразу. Им важно, чтобы было свое, и понимать, как работает, и сделать в будущем такое же. То есть С-400 полностью под их контролем находится? Ну, по крайней мере, они в этом уверены. И одновременно Турция покупает истребители F-16 у Америки, и она еще участвовала в программе нового истребителя F-35. Надеялась, что его поставят сюда. После покупки С-400 это, конечно, сложно себе представить, но рассказывают, что именно этот вопрос являлся предметом торга по поводу вступления в НАТО Финляндии и Швеции. В общем, хем зиарет, хем тиджарет. Армия турецкая обеспечивает турецкому истеблишменту его преимущественное положение на самом деле во внешней политике. Дело в уникальном положении географическом Турции и в той инфраструктуре НАТО, которая была построена за предыдущие десятилетия. Она вступила в НАТО в 1952 году, уже успела повоевать на стороне США в Корейской войне силами батальона. В дальнейшем воевала в Ливане, в Афганистане, это все силами батальона. Это беспрерывно воюющая армия. Она осуществляет настоящие армейские, не полицейские, а армейские операции с курдским движением сопротивления. В Сирии? В Сирии, на территории горных районов самой Турции в том числе. В чем заключается курдский вопрос, который все время возникает в связи с Турцией? Курды – это главное меньшинство. Вера одна, да, одна, понятно, что там везде свои какие-то могут быть особенности, но тем не менее. Курды проживают плотно на востоке страны. Курды очень разные. Говорить, что курды все поддерживают, условно, давайте скажем, вот эту ПКК или Оджалана, вот эту партию, которую Турция считает террористической, это сильное преувеличение. Я бы сказал, что даже большинство курдов смотрит на это вот так вот как бы с нами не надо, да, мы, это как-то, не знаю, мы чеченцы, да, условно говоря, и мы отдельно, а все, что касается всяких масхадовых, еще кого-то, это То есть Абдулла Оджалан это тоже такой же условно Масхадов? Да. Но есть, конечно, какое-то количество радикалов, да, в которое за него. Но надо понимать, курды участвовали в строительстве Османской империи как полноправные и полноценные, скажем так, как полноправный и полноценный элемент. И, в общем, Эрдоган на них опирался. Очень здорово, потому что он какое-то время, до того, как объявили этот Барыш Сюриджи, он же мирный процесс, он, в общем, скажем так, он играл на этом, чтобы они голосовали за него, и они голосовали за него. Буду я корректнее говорить, не с курдами, а с сторонниками незаконных вооруженных формирований на востоке страны. И на севере Сирии, да, вот это вот? Да, но с ними-то разговор короткий, потому что это трансграничная угроза. Возможно, самый яркий пример лавирования Эрдоган показывает, конечно, в ситуации с Украиной за последние месяцы, потому что для Путина он удобный посредник тем, что он понятный стронгмен, не Запад. Для Украины он человек, который не признал Крым российским еще в 2014 году и несколько раз заявлял, что не изменит позиции и в этом году. В результате именно здесь, в дворце Далам-Бахче, вот он напротив, это государственная резиденция, в марте прошли памятные переговоры России и Украины, на которые было возложено много надежд, но, если вы помните, ни к чему это не привело. А в июле здесь же заключили уже не менее знаменитое зерновое соглашение, по которому украинское зерно через Босфор под мониторингом совместной турецко-российско-украинской группы идет в Средиземное море. В итоге Эрдогана за его посреднические усилия благодарили и Генсек ООН, и Путин, и Зеленский. Для Эрдогана и для Турции в целом, давайте шире смотреть, Украина – это очень серьезный партнер, промышленные ресурсы которого и технологии военные, в том числе Турции, очень нужны, в том числе для создания своих, давайте скажем,
бронетехники какой-то, да, самолетов и так далее. То есть идет обмен такой. Турции не нужно доминирование России в Черном море, откровенно говоря. И поэтому такие движения в сторону Украины. В том числе. И Байрактары, и бронетехника. Да. Турки, они как? Они, если придут, они очень хитро действуют. В каком смысле? Они не будут Россию ни в коем случае критиковать, грубо говоря, публично за Украину, но за закрытыми дверями, за выключенными камерами они положат перед Россией условия и скажут так: друзья, вы уж извините, мы, конечно, с вами большие партнеры, и там любовь, дружба, жвачка и так далее, но это там, а вот в коридоре. А вот здесь вы сделаете нам, например, скидку на российские энергоносители и сделаете ее очень серьезную. Они прекрасно, во-первых, знают характер наших властей, что не любят, когда выносят какой-то ссор из избы. Выключили камеры, сели за стол. И как взрослые, а теперь поговорим как взрослые. С 2003 года в Турцию напрямую идет российский газ по газопроводу «Голубой поток». Это примерно половина турецкого газового импорта. В 2020-м открыли еще один газопровод «Турецкий поток», который в том числе транзитом через Турцию пошел в Европу. Его значимость только возрастает, особенно на фоне недавних взрывов на северных потоках на дне Балтийского моря. На недавней встрече с Эрдоганом Путин даже предложил создать в Турции газовый хаб. Эрдоган уже положительно отреагировал. Он сказал, что он будет работать над этой идеей вместе с российскими партнерами. Он, прекрасно понимая, что без него никакие поставки российского газа с юга в Европу не попадут, он уже ставит свои условия России. Первое условие – это давайте-ка вы скидку на российский газ не меньше, чем на 25%. И второе – платить начнем только с 2024 года. Они что хотят, то и получают от России, выкручивая руки «Газпрому» и российскому руководству. Мы сейчас на одном из логистических складов в промзоне на окраине Стамбула. И тут, на самом деле, много таких промзон, сплошные какие-то склады, производство, погрузки, разгрузки, фуры. Здесь сейчас такой нервный центр и главный хаб параллельного импорта в Россию. Ну, то есть как сейчас? Здесь всегда был хаб импорта в Россию, сейчас он просто стал намного более сложным, в том числе и в юридическом смысле, потому что какие-то товары возить нельзя. Но это Турция. Здесь люди всегда смогут договориться, если нельзя официально, то можно неформально. И ровно это и происходит. Как я понял из ряда бесед без камеры, единственное, с импортом чего сейчас очень строго, и зачем следят тут на государственном уровне, чтобы этого не было, это всякие станки двойного назначения, на котором можно вытащить в том числе и пулю, например. За этим действительно следят. Там даже в самих станках таких часто стоят GPS-датчики, и его просто не пропустят через таможню. Но все остальное, особенно шмотки, продукты, товары, это все как шло, так и идет. А сейчас еще появился большой рынок компаний, которые оказывают, это называется, сервисные услуги, где-то сервисные, где-то посреднические, компаниям из России, которые хотят здесь купить, туда привезти. В общем, процесс идет, расширяется, налаживается. Вот мы сейчас приехали в офис, это шоурум компании. Ребята занимались алюминием уже довольно давно. А сейчас так сложилось, что за последние месяцы они поняли, что у них новый бизнес открылся, потому что их клиенты в России стали к ним обращаться с запросами помочь это привезти, помочь это привезти. Ну и ребята потихоньку стали двигаться в сторону такой сервисной компании, которая занимается параллельным импортом. Первое, что самое первое было, это автозапчасти. То есть начали запрашивать автозапчасти, там колодки, лобовые стекла, двери и тому подобное. Так. Ну, как бы мы сильно к этому не придали значения, но запросов увеличилось во много раз, и это не с одной компании, это с разных компаний. Вот. После этого пошли различные, ну, опять-таки, с нашего сектора бренды, которые повыходили, ихние продукты. После этого уже
просто пошла перемешка. Это какие-то конвекторы, радиаторы, компрессоры. То есть вот просто вот оно идет. До того, как начали снимать, вы сказали, что вы даже уже Кока-Колу помогаете доставлять. То есть вообще номенклатура огромная. Ну, там получается, Coca-Cola это просто из таких смешных моментов. Почему? Потому что, как правильно сказать, нам это немного непривычно. Ладно, там строительные материалы какие-то, какое-то оборудование, там автозапчасти и прочее. Но когда идет именно Coca-Cola, это продукт, который мы постоянно пили, и без него не можем, ее теперь нету в России, честно, немножко непривычно. А сложно сейчас договариваться с турецкими компаниями? Нет, не сложно, но есть определенные компании, которые не хотят продавать продукты в Турцию. То есть в Россию, да. То есть все компании понимают, куда идет продукт? И те, что импортеры, и те, что производят? Турецкие компании спрашивают, куда будет идти товар. Мы, конечно, говорим, что, как есть, говорим, идет на Россию. И многие ли отказываются после этого? Многие отказывают, да. То есть сами турецкие компании, они не хотят отказывать, но у них есть определенные ограничения, и с этими ограничениями получается так, что... А ограничения какого рода? Это если они работают санкции. С поставщиками из Европы? Да, они запрещают им, получается, его отправлять дальше. То есть европейские компании, которые... реэкспорт, получается, реэкспорт в Россию запрещен. Понятно. И, соответственно, турецкая компания, которая будет этим заниматься, рискует попасть под санкции? Или рискует просто, что ей обрубят поставки? Рискует попортить отношения со своим поставщиком. То есть это вопрос не столько в государственных санкциях, сколько в том, что поставщик перестанет работать с турецкой компанией. Да, потому что у них там свои какие-то... И как вы выходите из этой ситуации сложной? Мы стараемся не вести с такими компаниями переговоры. На каждую компанию есть все равно своя замена. И мы отправляли, например, мерседесовские автозапчасти. Они просят со звездочкой, то есть со значком. Оригинальные мы договариваемся непосредственно напрямую с самим Мерседесом. А Мерседес знает, что это в России идет? Странная история. Мне кажется, что Мерседес должен как-то возражать. Они возражают. Надо так, чтобы никто об этом не знал. Знаем об этом ты и я. Вот и все. Тогда все работает. Да. Понятно. И, в принципе, для них не имеет большого значения. Они же не занимаются экспортом. Они продают на какую-то турецкую компанию. А куда эта турецкая компания будет продавать, они уже это не вмешиваются. А намного больше вес Европы как торгового партнера в сравнении с Россией для Турции? Конечно. Россия, в общем, в меньшей степени. Понимаете, рынок Европы ведь сам вообще, объем ВВП Европы, он примерно в 11 раз больше, чем ВВП России. Естественно, что этот весь рынок, он является очень интересным для Турции. Турция давно и хорошо на нем работает, тем более, что есть страны, с которыми Турция очень активно завязана давно, это и та же самая Германия. Поэтому нет, Россия менее интересный торговый партнер для Турции. Как только Турция осознает для себя, что риски в поддержке хоть какой-то, даже там номинальной России на международной арене, а как только станет вопрос о том, что нет, все, вы совсем обнаглели, скажут, например, из Вашингтона и из Брюсселя, что важно, это их еще больше беспокоит. Все, они сделают выбор в пользу Европы, в этом можно даже не сомневаться, ни на секунду. После февраля Турция еще потому была для россиян привлекательна, что здесь было довольно много мест, где можно было расплатиться картой МИР. После того, как уже везде во всем мире она не работала. Примерно в 15% мест ее принимали по неофициальной статистике. И даже было много банкоматов, где можно было обналичить деньги. Но 19 сентября, прямо накануне объявления мобилизации, это у меня, собственно, карта МИР, прямо накануне объявления мобилизации крупнейший турецкий банк Ишбанк заявил, что все, перестает он обслуживать МИР. Там до этого американцы давили на Турцию довольно серьезно. И вслед за ним все остальные банки тоже об этом заявили. Поэтому больше миром расплатиться в Турции нельзя. И вся та волна, которая приехала после 21 сентября, что делать? Это Турция. Здесь есть один банк,
все знают какой, кто интересуется, где можно открыть счет просто по российскому паспорту. Не нужна ни аренда квартиры, ни вид на жительство. Более того, счет можно открыть в рублях, и на него можно переводить деньги в рублях из России. Пока можно. Есть большие предположения, что будет то же самое, что с картой МИР. Вообще не любят, когда к ним приходят, по крайней мере, тот банк, где мы открываем счета, они очень любят русских клиентов и довольно-таки им рады, потому что русский клиент несет денежки. А правда, что банки из-за такого большого наплыва стали вводить дополнительные условия? Ну, да. С каждым разом условия постоянно меняются. Вводят депозиты, заставляют покупать страховки. Ну, то есть, как бы... Депозиты, то есть у тебя должна быть зафиксирована сумма на счету, да? Ну, да. Минимальная сумма, например, Денисбанк просит положить на счет 10 тысяч лир. Это минимальная сумма. Если в валюте, то это уже 2500. Либо доллары, либо евро. А что с ценами произошло за последний год, полтора-два? Они взлетели. На все? На все. Прям ощутимо взлетели? Да. Такая животрепещущая тема, что открылись сегодня школы у нас в Турции, и родители, которые не имеют машину и которым некогда забирать ребенка, они оформляют развоз ребенка на микроавтобусе. Значит, минимальное расстояние, которое я плачу, в прошлом году, в начале года, я платила 450 лир за месяц. Сейчас я буду платить, в районе, наверное, 1500. Ничего себе. То есть это получается больше, чем в 2 раза? На некоторые, да. Такой вот сильный рост, сильный скачок был с начала года. С этого, да? Да, с начала года, когда, даже не с начала года, а с осени, когда лира резко с 8 долларов поднялась, а доллар с 8 лир поднялся до 11. Я как раз тогда работала с туристами, очень хорошо помню, как валюта себя вела. Сейчас 1 доллар 18 лир уже. А почему такой скачок произошел лиры? Что случилось? Главная проблема именно политическая. Страной управляют люди, которые ничего не понимают в экономике. В Турции сейчас жесткий экономический кризис. Инфляция по официальным данным от 60 до 80%, по неофициальным выше 100%. Цены растут. Лира падает 2-й год подряд, причем ого-го как падает. Если в прошлом году лира стоила почти 9 рублей, то в этом году 3 с небольшим. Одной из причин падения лиры называют решение Центробанка снижать процентную ставку. И рассказывают, что это решение лоббирует лично Эрдоган, который считает низкую процентную ставку залогом успеха в экономике и в данном случае рулит экономикой практически в ручном режиме. Турция, она находится в очень интересном положении. Это страна, которая приближается к уровню развития экономическому, где нужно менять модель роста. То есть, когда мы имеем слабую экономику с низким уровнем зарплат, с низким уровнем технологий, то в какой-то момент, то есть до какого-то момента вы можете добиваться экономического роста за счет вот этих низких условий. То есть у вас низкий уровень, вы используете дешевую рабочую силу и тем самым поднимаете производство. Но дальше у вас начинается так называемая ловушка среднего дохода. Это тот момент, когда вы уже не можете платить людям ту же зарплату, которую платили раньше, и для того, чтобы дальше ваши товары были конкурентоспособны, вам надо переходить на новые технологии, вам надо развивать новые институты, вам надо увеличивать конкуренцию и так далее, и так далее. Там уже политический вопрос. И там стал политический вопрос. А это всегда политический вопрос. Но, тем не менее, экономика Турции, она чувствует себя неплохо, несмотря на это.
По целому ряду причин. Во-первых, одна из причин заключается в том, что она очень диверсифицирована. То есть вот в отличие от России, где очень много завязано на ресурсы, нефть, газ, металлы там, и так далее, экономика Турции значительно более диверсифицирована, и у них значительно выше доля малого и среднего бизнеса. В России эта доля где-то порядка 10-15% максимум, в Турции порядка 60%. Ого. Ну, это нормальные общеевропейские такие проценты. Вот еще одна важная деталь, чем Турция отличается от России, на самом деле, чем большинство стран мира отличается от России. Здесь не было 70 лет советской власти, когда частное предпринимательство было запрещено и считалось чем-то зазорным, в результате чего и в современной России предприниматель, торгаш, спекулянт — это какие-то все отрицательные коннотации. А здесь человек, который занимается частным бизнесом, даже торгует на рынке просто, он такой же труженик, как, не знаю, тот, кто у станка стоит, он уважаемый человек. Вот хороший пример. Вот видите, рыбный дом. Это мужик торговал на рынке просто долгие годы. Пока торговал, кстати, подучил русский язык, и поэтому у него было много русских клиентов. Успешно пошли дела. Открыл сначала еще один небольшой рыбный магазинчик, потом стал поставлять рыбу в рестораны, потом открыл свой ресторан, потом еще ресторан. И это такой прям известный в Анталии человек. Помимо русских клиентов, у него здесь и своих турецких хватает. Пошли познакомимся. Какая это рыба? Какую сегодня рыбу предлагаете? Брат, сегодня все рыба, я каждый день новая рыба я купил. Базар, магазин, ресторан есть. Каждый день новая рыба купил. Торгуетесь? Да, каждый день, брат. Человек люблю это. Любишь? Каждый день скидка. Скидка? Да. Вот это сколько стоит? Это килограмм 1200 лира. 1200. Базар, брат, это базар продавает 800 тысяч лира, ресторан, много человек работает, понимаешь? Свет много деньги. Поэтому 1200. Да, 1200 лира, да. İşe yansıyor. Şimdi biz bundan Кризис на работе, конечно, сказывается. Еще 5-6 месяцев назад мы канистру масла покупали за 250 лир, а сейчас за 700 лир. Ну и цены на креветки поднялись. Скажем, раньше килограмм креветок мы брали за 500 лир, а теперь 600-700 лир. Сейчас мы отдаем намного больше денег за то, что еще полгода назад можно было купить вполне себе дешево. Конечно, это и на ценах для клиентов отражается, и на том, насколько часто они приходят. veya 2 haftada bir geliyor. Они вполне себя неплохо чувствуют, как раз занимаясь тем, чем они занимаются, то есть обслуживая туристов, занимаясь торговлей на очень оживленном участке. Ну, место у них козырное, в общем-то. Да, место, да. Да, поэтому, в общем, здесь это место им помогает держать, но вот как это будет в дальнейшем, пока сказать сложно. Есть подозрение, что, в общем, Эрдогану едва ли удастся вытащить экономику куда-то всерьез. Вот один из открыточных видов Стамбула – пролив Босфор. Разделяет город на две части. Мы в Европейской, на том берегу Азиатское. Там Черное море, там Мраморное море. Ежедневно по проливу проходят до 120 больших судов. Сейчас вот идет какой-то небольшой. И это движение регулируется Конвенцией Монтрео 1936 года. Согласно этой конвенции, Турция обязана пропускать все гражданские корабли в любое время суток, не может брать за проход плату, но за сам проход. Она берет за обслуживание, за маяки и так далее. Там нормально набегает. Что касается военных кораблей, то, согласно этой же конвенции, в мирное время свободно через Босфор могут проходить корабли тех государств, чьи берега омывает Черное море. А вот в военное время возможности Турции сразу расширяются. Она, например, может вообще запретить проход через Босфор любым военным кораблям. И уже в марте проливы были закрыты, но закрыты так, что не подкопаешься. Для всех флотов сразу. В какой-то момент Эрдоган решил, что кольчужка маловато. Ну, в смысле, пролив. В общем, Эрдоган решил прорыть еще один Босфор, дублер Босфора,
там дальше на запад, 45-километровый канал под названием Стамбул из Черного в Мраморное море. По самым-самым скромным, приблизительным оценкам, цена этого проекта примерно 25 миллиардов долларов. Оно формально начато, строительство, но по факту не ведется, потому что все время что-то мешает, не может начаться, нету сметы, нету бюджета. Есть уже большие сомнения, что при президентстве Эрдогана это случится, еще большие сомнения, что это случится после президентства Эрдогана. Но сама амбиция, сам масштаб амбиций, оцените, прорыть еще один Босфор. Вот еще один грандиозный проект Эрдогана – Стамбульский международный аэропорт. Новый аэропорт, он открылся в 2019 году и будет еще строиться до 2028 года, когда, обещают, он станет крупнейшим в Европе. Он на самом деле сейчас уже очень большой, огромный. Я считаю, что я разбираюсь в аэропортах, могу сказать, что он еще и довольно странный. Ну, то есть много в мире огромных аэропортов. И, как правило, их там делят на терминалы. Между терминалами ходят поезда. Ну, то есть ты, когда пролетаешь или улетаешь, ты не чувствуешь, насколько там большие расстояния. Здесь, в Стамбульском аэропорту, ты реально идешь. Кстати, строили его в состоянии очень понятном нам, аврала. Один из лидеров строительного профсоюза местного заявлял, что чуть ли не 100 человек погибли на этой стройке, всего 36 тысяч человек было привлечено. Но это все неподтвержденная информация. По официальным данным погибло чуть больше 20 человек, вернее, умерло во время строительства. Это объяснили их плохим здоровьем. В общем, какие толпы. Огромный аэропорт. 6 взлетных полос, 30 миллионов человек уже обслужил с начала года. Такой памятник нынешним и будущим амбициям. Россия не сделала ничего в своих инфраструктурных проектах, если сравнить с Турцией. Просто ничего. Тут на остров Русский там провели, грубо говоря, мост. Несерьезно. То есть для такой страны, как Россия, это не, я хотел сказать, что это не масштабы, да, а для Турции это масштабы. То есть эта партия стала очень уверенно себя чувствовать, в том числе потому, что в любой сторонник партии может сказать: ты против Эрдогана, мост, по которому ты едешь, дорога, по которой ты едешь, и так далее, и так далее, и далее по списку. И правда, это так. Это построено при Эрдогане. Это построено при Эрдогане. Здесь, когда сидишь с кофе на берегу Босфора, как-то начинаешь думать невольно в этом году про первую русскую миграцию. Дело в том, что пароходы из России приходили как раз сюда. Вот они проходили по Босфору и там причаливали. Было 3, на самом деле, волны той первой русской эмиграции, которые приплывали сюда. Тогда это еще был Константинополь. Сначала приехали те, кто просто бежал от большевиков, потом приехали те, кто уже бежал от наступавших большевиков, захвативших Одессу. Среди них был генерал Деникин. Потом последняя волна, самая драматическая, была Врангелевская из Крыма, когда большевики уже заняли Крым. То с последними пароходами именно сюда, в Константинополь, уходили остатки русской армии и старой русской жизни. Сохранились воспоминания одного из жителей Стамбула, как это выглядело с точки зрения стамбульцев тогда, константинопольцев. Я никогда не забуду такого скопления народу на кораблях. Не могу даже представить, что творилось внутри, но снаружи, с мачты корабля до якоря, люди висели друг на друге, как грозди винограда. На висевших с 2 сторон маленьких лодках находились, по крайней мере, по 50-60 человек. Некоторые свисали над водой, держась только рукой за канат. Все виденное напомнило мне груду грязных и потерявших человеческий облик людей. Эти останки вчерашней величественной Российской империи запечатлелись в нашей памяти в виде этих безымянных, бесформенных, душераздирающих и печальных картин. Конечно, встал вопрос, где расселять такое огромное количество русских эмигрантов, и военных стали отправлять в специально построенные военные лагеря на полуострове Галиполи. Это была такая известная история, даже сохранилось стихотворение Маяковского. «Шли завтрашние галиполийцы, шли вчерашние русские». Мы вот сейчас много шутим про хороших русских, а вчерашние русские, на мой взгляд, гораздо более драматическое определение, конечно.
Вот, а те, кто остался в Константинополе, обживали в основном западную часть города. Нынешняя миграция много и на азиатской стороне. В основном селились вот здесь, в районе улицы Гран-Рю-де-Пера, потому что здесь было русское посольство. А сейчас вот русское консульство. А сейчас тут вообще такой современный Арбат, улица Истекляль называется. Те эмигранты, кому повезло, они привезли достаточно с собой денег, селились вот в этом шикарном отеле «Пера Палас». Здесь сейчас по-прежнему этот отель. Вообще знаменитое здание. Построен он в 1892 году для размещения пассажиров Восточного экспресса. Помните тот, в котором убийство? Агата Кристи тоже здесь жила, а сам экспресс — это была такая история суперлюкса 19 века. Он ходил из Парижа в Константинополь. Здесь, помимо Агаты Кристи, жили и многие другие знаменитости. Я про одну хотел еще упомянуть. Здесь в 1929 году жил еще один эмигрант из СССР, Лев Троцкий. После того, как Сталин окончательно вышвырнул его, проигравшего борьбу за власть, из Советского Союза, Троцкий приезжает тоже сначала сюда, в Турцию. Сначала живет в Пере, потом на арендованных островах. Нормально было с деньгами. Потом уезжает в Норвегию, уже только потом в Мексику, где, как вы знаете, в 1940-м его настиг ледоруб агента Сталина Рамона Меркадера. Сейчас здесь закрыто, а вообще это историческое заведение «Режанс». В честь одноименного парижского ресторана открыли русские эмигранты. И здесь бывали многие представители русской эмиграции. Выступал Александр Вертинский, например. Про «Режанс» оставила воспоминания Любовь Белозерская, вторая жена Михаила Булгакова. И, кстати, по этим воспоминаниям Булгаков написал свою знаменитую пьесу «Бег». В советские времена был снят фильм по ней, очень хороший. Я считаю, одна из лучших ролей Михаила Ульянова. Он там играет царского генерала Черноту, который вот тоже оказался здесь, в Константинополе. И поскольку денег у него совершенно нет, он вынужден зарабатывать всем, чем придется, и даже делать ставки на тараканьих бегах. Там еще несколько знаменитых фраз Чернота произносит. «Все можно в этой жизни выклинчить: славу, власть, деньги, но только не родину, господа». А потом, когда ему улыбается удача, он получает кучу денег, приходит их раздавать нищим и говорит: «Все у меня есть». Я богат, но мне от чего-то грустно. Мне никогда не было так грустно. Даже когда меня расстреливали. Есть книга, такой больше как сборник фактов о русской эмиграции в Стамбуле. И мы ее с ребятами все прочитали где-то, может быть, не знаю, в декабре, перед Новым годом. И был какой-то... Мы как раз сидели, обсуждали, что как же нам повезло, что вот мы уехали, как-то вот заранее до чего-то глобального, может быть, и что у нас есть возможность работать удаленно, потому что там в красках описывается, как люди, в общем-то, приехав даже с деньгами, не могли ничего с ними сделать, потому что деньги обесценивались, работы не было, люди работали там за тарелку супа, мы такие, какой кошмар, это, конечно... И у нас в компании также есть ребята, например, из Туркменистана, и там тоже какие-то кейсы мы обсуждали, вот буквально, не знаю, за месяц до начала войны. Блин, как такое вообще может происходить в 21 веке? Это вот все как-то все типа не так. А потом, когда ребята поехали, у меня есть знакомые там из Питера, из Москвы, которые поехали там чуть ли не из судов, просто с рюкзаками, родители им по ходу собирали вещи, сюда вылетали без всего, там типа без денег, просто вылететь. И, конечно, мы по-новому взглянули на эту картинку. Представьте, до 200 тысяч человек приехала со своей культурой, со своим языком, и там каждый, там, не знаю, 10-й разговаривал на русском, а тем более там, где мы были, да, на улице Истекляль, там везде слышалась русская речь, огромное количество русских ресторанов было, и турки сначала, конечно, испугались, и вообще традиционные, особенно
пытались туда не ходить, вот, но да, такое вот слияние культур, оно все-таки очень сильно повлияло на Стамбул. Сейчас такого уже нет, потому что и социальная медиа, и фильмы, и вот эта глобализация, она делает свое дело. Да, то есть это, конечно, черное и белое, это два разных города. Ну, то есть, и, соответственно, сейчас российские мигранты, которые приезжают за эти полгода, они растворяются в современном Стамбуле намного больше, чем те растворялись в Константинополе. Да, и привыкают гораздо быстрее, кстати говоря, и, соответственно, остаются. Потому что из русской эмиграции 20-х годов тех людей очень мало кого осталось. Да, все же разъехались. Они разъехались в конечном итоге. Очень редкие единицы вышли замуж, поменяли фамилии и так далее. Очень мало этих людей осталось, они уже умерли давно. А, кстати, много смешанных браков сейчас, вот как у тебя? Много, действительно много. И тех, кто здесь 20 лет, и тех, кто здесь 25 лет даже есть. Такие у меня знакомые. Те, кто там здесь 5 лет, вот они как раз еще пока не совсем свыклись с турецкой действительностью. Настя и Тарик познакомились... в Анталии было дело? Почему-то все так думают, что в Анталии на самом деле Фетхе, Алюда, Низ. Ну, на море, короче говоря. Да. Познакомились мы в июле, поженились мы в ноябре этого же года. Ничего себе, быстро. Да, получается, в июле познакомились. В августе он прилетел познакомиться с моей семьей, сделал предложение. В сентябре я переехала в Стамбул, уже зная, что мы поженимся. И в ноябре мы поженились. Ничего себе. А потом меня депортировали. Депортировали? Да. То есть как объяснить? Потому что мы не успели сделать вид на жительство. У меня прошли законные 60 дней. Вы должны сделать въезд-выезд, оплатить штраф и заново документы собирать. И, получается, получила вид на жительство я только в мае следующего года. Вы уехали? Да. Нет, мы вместе въехали. Ну то есть не так, что прям заковали в наручники и выслали? Нет. Все цивилизованно было. А это так быстро, и это как бы обычная история здесь, что вот так вот пары знакомятся с русской девушкой? Бывает и быстрее, да. Бывает и быстрее. Это на самом деле из-за расстояния. Просто отношения на расстоянии очень тяжело поддерживать. Ты либо быстро принимаешь решение о том, чтобы съехаться и начать жить вместе, либо это все растягивается. Сложная разница в менталитетах? Да, сложно. У нас еще при этом 12 лет разница в возрасте, плюс еще разница в менталитете. Турки, они вообще очень открытые, и для меня до сих пор очень тяжело вопрос гостеприимства и личных границ. То, что тут приходят в гости без приглашений, без предупреждений. При этом даже если предупредят, что придут, например, в 12, они могут прийти в 6, в 8, засидеться до часу ночи. Даже при том, что у них могут быть маленькие дети. Для меня это немножко тяжело. А можно Тарика спросить, а для него что тяжело? В смысле менталитета, да? Не сказать, что я сильный приверженец турецких культурных традиций. Я не из фанатиков. Не знаю, сможешь ли ты объяснить? В общем, у меня нет чрезмерной связи с традиционной культурой. Очень бодрое население. Наверное, это называется у Гумилева правильным словом пассионарность. То есть очень активные, бодрые мужики. Мужики, которым там вот 55 лет. В России ты знаешь, как они выглядят. В основном это такие малоподвижные, да, джентльмены. Здесь это шустрые, бодрые, понимаешь? Это видно прям вот мы 8 марта в аэропорт спускаемся вниз, ни на каком такси мы не поедем. Может быть, это последние деньги, которые у нас есть. Мы будем тут каждую копейку экономить. Мы садимся на этот автобус. И вот этот водитель автобуса, мужик, которому там лет 55, он настолько шустрый, бодрый, и когда кто-то в этот автобус не влез, не успел, он шустро открыл, быстро, давай, сюда, то все, понимаешь? И вот я говорю, ты обрати внимание, да? Вот. И это во всем. Поэтому они везде работают сами. У них нет никакой приезжей рабочей силы, она не нужна. Эти турки, труженики и так далее. То есть это они строят эту прекрасную страну. Я патриот Стамбула, я прям дождик очень люблю, чтобы трава не высохла.
И вот я уже это лето пережил, и я вижу, трава не выгорает. И понимаю, почему. Потому что раз в неделю или 2 раза в неделю будет дождик. И он такой, знаешь, грамотный. Часа 1,5 ливень. И потом опять солнце и красота. И часто ночью. То есть они здесь поливают всю эту территорию вот этого вот старинного Стамбула, Константинополя, когда надо, чтобы не мешать людям жить. Помните такое «Победой прославлено имя твое, твой щит на вратах Цареграда»? Это Пушкин, песня о Вещем Олеге, в школьной программе есть. Цареград – это, собственно, Константинополь и есть, а Вещий Олег – это киевский князь X века, который действительно ходил сюда войной, хотел Константинополь взять, но у него даже близко не было сил, чтобы это сделать. На самом деле константинопольцы, византийцы с ним довольно быстро решили вопрос, как у них было заведено, чтобы не втягиваться в долгосрочные какие-то там военные кампании, они просто от него откупились, он как бы стал их союзником, и считается, что как раз у князей того времени прибивание щита к вратам чужого города было обозначение того, что они теперь союзники, побратались типа. В общем, разошлись они полюбовно, но если говорить про позднейшую уже Российскую империю, то идея овладения Константинополем, овладения Черноморскими проливами и таким образом выхода в Средиземное море, она была одной из центральных, конечно, идей Российской империи. 1,5 десятка раз Россия воевала с Турцией, в основном для России это были победоносные кампании. Случались и катастрофы по типу Крымской 50-х годов XIX века, когда в Крыму союзные силы Турции, Франции и Великобритании разбили российскую армию. Считается, что тогда Николай I, император, не вынеся позора, фактически покончил с собой. В целом, как я уже сказал, были это победоносные кампании, но так до Константинополя ни разу и не добрались. Возможно, ближе всего, вы не поверите, были в 1917 году, когда по договору между Францией, Англией и Россией, которые тогда были на одной стороне в Первой мировой войне, по итогам этой войны, после победы, Константинополь должен был достаться России. Предполагалась большая операция. Весной 1917 года ее должен был возглавить никто иной, как адмирал Колчак. Но революция, ничего не сложилось. Хотя даже вот тогда, в том революционном хаосе, когда все рушится, очень многие российские депутаты, общественные трибуны призывали армию идти на проливы, на Константинополь. Вот настолько эта идея владела умами и головами. Здесь есть бухта, которая закрыта со всех сторон от ветра, от течений, и можно безопасно остановиться. Да, это Золотой Рог, бухта, который греки назвали именно золотым, да, Крисокератос. Они же плыли в обратную сторону и встречались как раз-таки с тем самым течением, которое очень сложно преодолеть. И поэтому тогда, в VII веке до нашей эры, они основали этот город, который после этого стал всем нужен. Но вообще говоря, эти стены, Феодосиевы стены Константинополя, построенные в V веке, были неприступными ровно 1000 лет, пока их не взял султан Мехмед II, с одним единственным исключением. В самом начале XIII века Константинополь пал под ударами европейских рыцарей-крестоносцев. Это фантастическая история, я ее очень люблю. 4-й крестовый поход, когда цвет западного рыцарства, воинства отправился в очередной раз на Святую Землю освобождать гроб Господень от неверных. А в итоге взял христианский город Константинополь и подверг его тотальному разорению. Это, кстати, одно из первых в истории, чтобы актуализировать эту тему, столкновений Запада и православного Востока. В тот раз Запад одержал верх. Но лично для меня это еще история с этим 4-м крестовым походом. Она скорее не про политику даже, а про амбиции, жажду власти и алчность, которая в людях на протяжении всей человеческой истории постоянно оказывались сильнее веры, убеждений и идеалов. 2/3 золота всего мира считалось, что были в Константинополе, плюс к ним были еще реликвии, плюс они же были уже как бы не христиане, а отступники, отщепенцы, как их считала вся Западная Европа. Там произошел раскол, абсолютно схизма верно. произошла. Как раз-таки эта самая схизма случилась в 1054 году в Святой Софии.
Да. И как раз это было толчком и одной из причин того, что Западная Европа решила все-таки доехать до Константинополя и решила здесь остаться на 57 лет. И венецианцы, кстати говоря, самый большой куш сорвали с этого разграбления, потому что все святые реликвии, все вывезены были, и собор Сан-Марко считается, что построен как бы на византийском. Известно, что огромный иконостас из Софии был выдран с корнями, поставлен на венецианский корабль, который не дошел до точки своего назначения, то есть утонул буквально в Адриатическом море где-то, поэтому иконостас в Сан-Марко снят с другого константинопольского храма Иисуса Пантократора. Это мечеть Зейрек сейчас. А еще знаменитая история, вот, наверное, многие видели или были в Венеции, вот эти вот 4 коня, которые стоят на соборе Святого Марка, они отсюда тоже были украдены. Да, они с ипподрома сняты. Они украдены, то, что сейчас стоит, это копия, а сами они в музее, внутри, да. Но это действительно те самые кони, которые бронзовые украшали арку, вход на ипподром Константинопольский ипподром. Рядом с Софией. Если вы интересовались историей Византии или были в Стамбуле, вы, конечно, знаете, что это за здание. Собор Святой Софии. Кстати, многие считают, что София – это женщина. Нет, это божественная мудрость в данном контексте. VI века постройки при императоре Юстиниане. Сооружен, на мой вкус, вообще одно из величайших, даже не церковных, а вообще сооружений, построенных в мире. Если вы там не были, я очень настоятельно рекомендую зайти. Там вся мудрость внутри. И в течение 9 веков это один из важнейших соборов, возможно, главный собор христианского мира, пока в 1453-м не завоевывает Константинополь Мехмед II, османский султан, который здесь открывает мечеть. Минареты поставлены как раз тогда. И мечетью Святая София остается до 1935 года, когда Мустафа Кемаль Ататюрк, провозгласивший Турцию светским государством, не учреждает здесь музей. Следующее десятилетие Святая София музей. Я, кстати, хорошо помню, как она была музеем. По некоторым оценкам приносила до $75 миллионов в год в доход казны. Очень была прибыльным музеем. И совсем недавно она опять стала мечетью. Кто принял это решение? Конечно, президент Эрдоган. Кстати, интересная история. Как вы знаете, в исламе фигуративные изображения запрещены, а там внутри потрясающие византийские мозаики с ликами святых. Так вот, Мехмед II распорядился их не трогать, потому что Мехмед — это вообще отдельная большая история. У него не было амбиции разрушить христианский мир. Он на самом деле видел себя римским императором. Поинтересуйтесь, прям большая история, может быть, как-нибудь отдельно про это расскажу. Только в 17 веке все мозаики были закрыты штукатуркой, и потом в 19 веке их снова открыли. Так вот, когда уже сейчас, в 20 году, Святая София опять стала мечетью, то изображения некоторые были закрыты. Не штукатуркой в этот раз, а тканью. В Стамбуле это было двояко воспринято, если честно, потому что в глазах большинства турков это музей. С этим свыклись. Это национальное достояние, это памятник ЮНЕСКО. Плюс это решение принял Мустафа Кемаль Ататюрк. В 1923-м столица из Константинополя переехала сюда, в Анкару, а сам Константинополь, который и до этого долго в народе, в просторечии назывался Стамбул, то есть город, официально поменял название. Здесь, в Анкаре, находится мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, создателя современной Турции. Мавзолей надо понимать не в смысле, как у Ленина. Ататюрк здесь просто похоронен. Никакого забальзамированного тела тут нет. Вообще, если с кем-то из российских правителей Ататюрка можно сравнить, то, пожалуй, точнее всего будет с Петром I. Потому что этот человек, победив в сражении с западными странами, с на тот момент оккупировавшими Турцию Англией и Францией, он предпринимает невероятный поворот. Он поворачивает Турцию, наоборот, лицом к Западу. Он отменяет все вековые уложения Османской империи, провозглашает Турцию светским современным государством. И масштаб этой реформы в такой огромной мусульманской стране сложно переоценить.
Вот как Пушкин писал про Петра, что он всю Россию поднял на дыбы, так и Ататюрк поднял всю Турцию на дыбы и создал из нее современное государство. Впоследствии сложился его очевидный культ здесь, в Турции. В каждом городе, в каждой деревне есть улица Ататюрка или что-то связанное с Ататюрком. И еще в 50-е годы принят закон о уголовной ответственности за оскорбление памяти Ататюрка. Про Ататюрка одну хочу вам отличную историю рассказать. Это монумент «Республика» в самом центре Стамбула. Поставлен в 1928 по личному распоряжению Ататюрка. Ататюрк здесь представлен в двух ипостасях, с двух сторон памятника. С этой стороны в гражданской одежде, это его, так сказать, государственно-реформаторская ипостась, а с другой стороны он в военной форме, в образе победителя в войне за независимость. Нам здесь интереснее даже не столько сам Ататюрк, сколько два человека, которые стоят здесь по левую руку от него в военной форме. Знаете, кто это? Это советские военачальники Климент Ворошилов и Семен Оралов. Что они здесь делают? Вот это отличная история. 1920 год. Разгар войны за независимость, которую Ататюрк ведет с оккупационными войсками Антанты. Остро не хватает ресурсов. И он принимает решение обратиться за помощью к Ленину. Что он может пообещать Ленину взамен? Конечно, что он тоже будет строить в Турции социализм. Для таких доктринеров и догматиков, какими были большевики, этого более чем достаточно. Призрак мирового коммунизма, исчерпывающая мотивация. Сюда направляется в огромном объеме военная помощь. Одних винтовок только 39 тысяч, 10 миллионов рублей деньгами. При том, что на минуточку 1920 год это и в России гражданская война и голод. Но тем не менее. И вот Ворошилов и Оралов тоже сюда приезжают в качестве военных советников. Проходит 3 года. Война за независимость с триумфом выиграна. И Ататюрк говорит, что нет, он не будет строить социализм, он по-другому себе представляет пути, которым должно развиваться государство. Коммунистическую партию запрещают. Прекрасный пример того, что сейчас называется, и тогда называлось реалполитик. И сейчас про нее так часто говорят в связи с правящими кругами России и Турции. Реалполитик, среди прочего, постулирует, что нету никаких на международной арене постоянных союзников. Есть временные попутчики. Но все-таки Ататюрк ту помощь, которую Ленин ему оказал, не забыл. И когда памятник «Республика» здесь воздвигали, товарищи Ворошилова и Оралова изобразили. Есть такой чудак, он уже, собственно, скончался, господин Мысыроглу. Такой радикал, который появлялся последние годы в Турции вот на экранах, всякие неприятные вещи говорил об Ататюрке, говорил, что нам нужно идти там по исламскому пути, но я просто уверен, что этот человек был, это все было пробанный шаг правящей партии и ничего больше. Но они отошли. Они поняли в какой-то момент, был такой момент в Турции, когда они осознали, что очень опасно идти против сторонников Кемаля Ататюрка. Их все-таки очень много, и не только в армии. И это миллионы людей, которые выйдут на улицы, реально. На выборах 2018 года, последних выборах, которые выиграл Эрдоган, да, его портреты висели рядом с портретом Ататюрка. Никогда раньше такого не было, эти вот портреты Эрдогана, Ататюрка. Это немыслимо. Вот комплекс зданий Стамбульской мэрии, где в 90-е годы взошла политическая звезда Реджепа Таyyипа Эрдогана. Если объяснять, что это за тип политика, то сравнение с Путиным, оно неизбежно и, в общем, на самом деле корректно, потому что Эрдоган – это такой, имидж, я имею в виду, защитник традиционных ценностей. В случае с Турцией традиционные ценности – это, значит, исламские ценности. В этом смысле его, кстати, нельзя назвать наследником Кемаля Ататюрка. Более того, из-за своей позиции ему даже пришлось уйти досрочно с поста мэра, и он даже отсидел 4 месяца в тюрьме, потому что его обвиняли в разжигании межнациональной, межрелигиозной розни. Потом, в начале 2000-х, когда Эрдоган создает свою партию «Справедливости и развития», риторика у него смягчается, он, в частности, ратует за вступление в ЕС на протяжении какого-то времени, но общий имидж жесткого защитника ценностей всегда с ним. И тут вот что надо пояснить. В начале 2000-х Турция – это парламентская республика, то есть парламент избирает премьер-министра, у премьер-министра вся государственная власть. И именно на этот пост в 2003-м Эрдоган и был избран. Но дальше, получив в свои руки все рычаги власти, он последовательно и упорно ведет дело к тому, чтобы Турцию сделать
не просто президентской, а суперпрезидентской республикой. Опять же, можно сказать, что больше по российскому образцу. И это, в конце концов, Эрдогану удается. В 2017-м он проводит референдум о поправках к Конституции, и там принимается то решение, которое он лоббирует. Если раньше президент Турции это такая была равноудаленная фигура, то есть, условно говоря, президент всех турок, он беспартийный, упразднив пост премьер-министра, он стал во главе партии. То есть согласно одному из изменений, Эрдоган вновь стал лидером партии. Произошло смешение партийного и государственного аппарата. Вот еще одна небольшая, но яркая иллюстрация того, как в Турции сходятся светское и религиозное. Эрдоган и противники Эрдогана. Мы вот сейчас еще раз на площади Таксим, в центре Стамбула мы здесь уже были. Вот здесь вот рядом с монументом Республика с конца 60-х годов стоит культурный центр имени Ататюрка. Это такой центр и символ турецкой светскости, Турции как светского государства. А вот это вот, кстати, мэрия Стамбула. Мы помним, что на выборах победил оппозиционный кандидат, поставила арку с портретом Ататюрка недавно, поскольку 30 августа тут были как раз торжества в честь Дня Победы местного. А вот это совершенно новое сооружение на Таксиме. Это, как вы видите, мечеть, которую распорядился построить Эрдоган, сказав, что неправильно, что на одной из главных площадей Стамбула нет мечети. И вот так вот мы видим, здесь сходятся духовное и светское, Эрдоган и, если мы смотрим на арку, оппозиция Эрдогану. Все в одном месте, ненавязчиво, но очень внятно. Hello, Turkey! Интересно, кстати, что в этом году ООН по просьбе Турции официально поменяла название этой страны и наименование, как оно пишется. Теперь вот так пишется, произносится «Türkiye». Вообще много объяснений, почему Турция решила это сделать. Вот даже если вы летите турецкими авиалиниями, там обязательно показывают сейчас ролик с презентацией этого нового названия. Одно из объяснений довольно комическое, что Turkey, старое название по-английски, это индейка. Но люди, разбирающиеся, говорят, что дело не в этом, конечно. Это решение, оно связано, скажем так, с выстраданным, давайте так выразимся, путем Турции. Здесь есть следующий месседж. Читайте нас и понимайте нас так, как мы хотим, чтобы вы нас понимали. Вот не так, как вы привыкли, там, Turkey, это у вас там, да, так, the United States, там, и так далее, и далее по списку. А мы особые. Кроме того, здесь есть происламский и протюркский подтекст, он вполне четко прочитывается, потому что даже в арабском языке наименование государства будет Туркия. То есть, соответственно, это ориентация на восток. Это означает, что Турция сделала выбор все-таки в сторону Востока, поняла, что Европейский Союз ей не светит, думала Турция, что он светил, это перспектива. Но нет, все-таки вот даже вот из тех последних, скажем так, из той информации, которую мне предоставляли мои конфиденты, турецкие конфиденты, близкие, скажем так, да, давайте так скажем, даже не то что к властям, а просто к государству, да, все, идея с Европейским Союзом, ее, извините, похерили. Дело в том, что когда Эрдоган пришел к власти, он сделал такую политтехнологическую интересную фишечку. Он когда-то сказал, что для нас вступление в ЕС и вообще евроинтеграция – это всего лишь трамвай, на котором мы доберемся до своего пути, до конечной остановки. Это не была целью для него изначально. Он хотел закрепить свою власть. Он этого добился. Как он это сделал? Дело в том, что Европейский Союз очень не любит, когда какие-нибудь военные вмешиваются в процессы политические в тех или иных странах. А в Турции, вы знаете, наверное, переворотов было очень много. В современной турецкой истории было несколько попыток и удачных госпереворотов. Они существенное влияние оказали на весь ход истории. Последний по времени был в 2016 году, возможно, вы помните. Тогда группа военных объявила, что берет власть. Был захвачен мост через Босфор здесь, в Стамбуле. Был даже подвергнут бомбардировке парламент, одно из крыльев парламента в Анкаре. Направлен переворот, понятное дело, был против Эрдогана, которого на тот момент в столице не было. Но мятеж провалился.
Говорили потом, что российская разведка предупредила Эрдогана, но это неизвестно. Как бы там ни было, Эрдоган извлек массу плюсов для себя из этой ситуации, потому что началось закручивание гаек, а ответственность за организацию мятежа Эрдоган возложил на Фетуллаха Гюлена. В свое время это был его соратник, а потом стал политическим эмигрантом, и живет он давно уже в Соединенных Штатах. Такой архи-злодей в турецкой политике, условно можно сравнить с каким-нибудь Ходорковским в России. Гюлен заявил, что не имел никакого отношения к попытке переворота и примкнул к распространенной точке зрения, что это на самом деле была инсценировка, за которой стоял сам Эрдоган. Пропаганда сообщала: товарищи, вы посмотрите, что творится у нас на улицах. Вы что, хотите, чтобы у нас погибали, там погибли граждане, кстати, там погибли на улицах Анкары и Стамбула, это правда. Но тут получается, что для пропаганды это был такой козырь. Вы же не хотите, как в Париже, как в Киеве, вы же этого не хотите? Вот турецкое общество — это не россияне ни разу. То есть, во-первых, они селятся даже в разных районах, скажем так, Анкары и Стамбула, в зависимости от своих политических предпочтений. У них свои предпочтения музыкальные, там, в пище, да все, что хочешь. Вопроса, если не Эрдоган, то кто, в турецкой политике не существует. Потому что здесь есть реальная политическая позиция, что в очередной раз показали прошедшие в 2019 году муниципальные выборы, на которых главная народно-республиканская партия, главная оппозиционная, победила в 20 регионах, в том числе в Стамбуле. Причем, как мы помним, Эрдоган был в свое время мэром Стамбула. И есть даже поговорка: кто контролирует Стамбул, контролирует Турцию. То есть это был очень ощутимый удар, в том числе и по самолюбию. И даже были объявлены перевыборы, переголосование было объявлено на выборах в Стамбуле, и все равно на повторном голосовании все равно победила Народно-республиканская партия, и кандидат от нее Экрем Имамоглу. Стамбул, он огромный, и он очень сильно делится на районы. То есть, да, у нас оппозиционный мэр, и вот если мы берем, например, Кадыкёй или еще какие-то районы, это оппозиционные районы, и главы этих районов дружат с мэром, и мы все такие, значит, стремимся в Европу. Но если мы берем соседний Кадыкёй Скудар, там молодые люди часто даже не держатся за руки без кольца, потому что это стыдно и вообще. То есть могут шикнуть на тебя. Пока Турция остается светской страной, и соотношение, условно, религиозных, да, людей и светских людей тут все еще сохраняется в относительном балансе. Мы с Катей гуляем по вечернему Стамбулу. Я, кстати, тут много раз был в Стамбуле, но я первый раз в азиатской части вечером. И тут прям такой вполне себе европейский движ. И мы вот гуляем, и речь зашла про то, что здесь есть гей-клубы. Да, есть... В целом в Стамбуле есть гей-клубы на той стороне, на этой. Конкретно в нашем районе достаточно активная и фем-повестка, ЛГБТ-повестка. Когда выходят, например, фем-митинги, часто выходят и с ЛГБТ-флагами в том числе. То есть тут как-то все дружно уживаются. В целом здесь есть такая формулировка ЛГБТ-пропаганда? Тут тоже какие-то возникают периодически подвижки из серии, там, типа, вот радуга как-то подозрительно выглядит, но пока в целом... Но флаги могут висеть радужные? В наших районах, да. То есть, если это светский район, всем будет, если люди, которые живут в этом районе, это принимают, то, почему нет? То есть полиция не придет снимать? Нет. Вообще хочу сказать, что по нашим меркам политическая жизнь в Турции прямо бурлит. Вот в Стамбуле регулярно проходят митинги, их регулярно разгоняют. Требования и экономические, и политические в том числе. В мае, например, был большой митинг из-за того, что глава стамбульского отделения Народно-республиканской партии, оппозиционной, была арестована за оскорбление и неуважительное высказывание об Эрдогане. И можно предположить, что ситуация будет только разогреваться, потому что в 2023 году президентские выборы, и нет никакой гарантии, что Реджеп Таyyip Эрдоган на них победит. 50-50. Давайте так скажем, очень затягивает правящая партия, обратите внимание, с
ну, скажем так, с новостями относительно ранние выборы. Как мы там по-русски скажем? Досрочные выборы. Как мы русские с вами скажем? Досрочные выборы. Досрочные выборы, совершенно. А почему он молчит об этом? Хотя как бы сливы на эту тему есть. Потому что он очень опасается, что оппозиция, скажем так, сумеет вот сейчас так быстро сорганизоваться, он хочет сбить им все карты, вот так вот, скажем, да, или все их ставки, скажем так, вот как-то перемешать одна с другой. У Эрдогана произошел раскол в рядах исламистов, часть разочаровалась в нем и считает, что партия справедливости и развития правящая, она, в общем, коррупционная, что, да, не без оснований. Ну, собственно, 20 лет у власти это какой-то срок. Biraz düştü yani güven, o sevgi biraz daha az. Уровень доверия народной любви несколько упал, даже скорее сильно упал. Раньше за Эрдогана голосовала большая часть страны. Теперь люди думающие, такие как мы замечаем, как меняется отношение к нему. Раньше его больше поддерживали, но сейчас уровень доверия к президенту сильно упал. Все, кто разговаривает по-английски, особенно вот из бизнеса, с частного или люди с высшим образованием, да, они все не любят Эрдогана. И они все, так сказать, ждут, что он проиграет выборы следующим летом. То есть, чем выше уровень образования, тем меньше поддержки Эрдогана? Да. И частный бизнес весь не любит Эрдогана, но их можно понять, курс лиры вырос. Но когда я им говорю, ребят, если вы такие умные, давайте вместе проанализируем доходы и расходы бюджета Турции. И никто пока не проанализировал. И я не знаю ответа, Эрдоган плохой или хороший. Знаешь, почему я не знаю? Потому что я не знаю, насколько много расходов бюджета Турции государственного уходит в никуда. Понимаешь, да? На что я намекаю, да? Тратится не по делу. Если не по делу тратится там 2, 3, 5% бюджета Турции, то Эрдоган святой. А если не по делу тратится 25 и более процентов бюджета Турции, то да, туда его в качели, пусть он проиграет выборы. Что касается свободы слова, здесь как раз очень просто сравнивать с Россией. Есть такая организация «Репортеры без границ», они составляют рейтинг свободы слова, ну, понятно, относительный, но тем не менее. Значит, Турция в нем на 149-м месте, а Россия на 155-м. Ну, примерно похоже. Особенно здесь закрутили гайки после неудавшегося переворота в 2016 году. Около 200 журналистов тогда было арестовано. Сейчас, по разным данным, около 70 остается в заключении. Разумеется, мне было интересно, как здесь с Ютубом. Ютуб здесь тоже очень продвинутый. Он, конечно, не настолько стал заменой телеку, как в России, но все равно его тут по статистике около 60-65 миллионов человек в Турции регулярно смотрят. И есть, конечно, ютуб-блогеры популярные. И интересно, здесь есть жанр в каждом крупном городе, которого в России практически нет. Это уличный опрос. То есть популярный ютубер подходит к людям и задает им всякие актуальные вопросы. И потом день в день выкладывает. Вот мы к одному такому моему коллеге здесь в Анталии приехали. YouTube каналına... Я завел YouTube-канал 2 мая 2019 года. Тогда в Турции как раз политические события очень динамично развивались. Постоянно что-то происходило, постоянно какие-то выборы проводились одни за другими. И вот тогда я решил, что я как журналист и как гражданин должен что-то сделать. До этого я работал в крупной турецкой газете «Cumhuriyet», а потом стал вести канал. Oradan sonra bu işe başladım. А у тебя журналистское образование? Benim mesleğim gazetecilik. Да, по профессии я журналист. Университет я закончил по этой специальности. Gelirinizi nasıl arttırıyorsunuz? Gelirimize göre artık harcamamızı ona göre ayarlıyoruz. Tutuyoruz diyoruz. Yani. Kısarak nereye kadar devam edecek? Bu zamlar durur mu? Zamlar durmaz abi. Zamlar zaten ülkenin kaderi yani. Когда мы только начинали, люди отвечали неохотно. Но потом, со временем, они привыкли. Теперь иногда и спрашивать ничего не приходится. Люди сами хотят подойти и что-нибудь рассказать. Потому что появилась такая необходимость. Традиционные СМИ, крупные национальные каналы не слышат голос народа. Поэтому люди создают свои собственные средства массовой информации. Medyasını yarattı aslında. А у тебя были проблемы из-за твоего блога? Конечно. А что, расскажи. Полиция много раз препятствовала тому, чтобы мы проводили съемки для канала. Ну и вообще люди, которые довольны режимом, мешают снимать, ругаются с нами. Сейчас в Турции обсуждают законопроект, ограничивающий деятельность в социальных сетях. И я знаю, что тебя даже задерживали. Конечно. Надолго? 3-4
Меня 3 или 4 раза задерживала полиция, но мы это все обжалуем в суде. Мы там частые гости. А есть негласный список того, о чем не стоит говорить? Какие-то темы, которые не надо трогать? Или это все время определяется в зависимости от ситуации? Говорить можно, если осторожно. В этом плане проблем нет. Да, есть некоторые проблемные темы, но в целом говорить можно обо всем. На некоторые темы говорить трудно. Ну, например, темы, связанные с личной жизнью президента или политиков. Говорить можно, но шутить нельзя. Лучше не шутить. За это может и прилететь. Например, в Турции стали появляться ролики про Эрдогана. Сюжет такой. В кадре люди пересчитывают деньги, а за спиной у них появляется изображение Эрдогана, который как бы на эти деньги смотрит. Короче, против тех, кто выкладывал такие ролики, было возбуждено дело. Тот, кто захочет оскорбить президента, я думаю, что это вот как бы, маски-шоу и как с НТВ. Уж извините за такое сравнение, но тем не менее. Всем ясно, что контролировать прессу в полной мере довольно трудно, потому что хватает источников, которые за рубежом и пишут на турецком языке. Да, но это же постоянная история, что в Турции блокируют то Твиттер, то Ютуб, то потом что-то разблокируют, но через VPN все работает. Через VPN все работает, и все знают, что все читают. Это вот это российская, советская, иранская вот такая тема, когда, слушайте, ничего нету вообще, там ничего не купить, но у всех все есть. История с блокировкой западных соцсетей, она и в Турции тоже всем знакома. Здесь в разное время блокировали Facebook, и Twitter, и WhatsApp. Сейчас, правда, все это работает. Но не работает, например, сейчас Booking.com и Википедия. Не работают и все. Не знаю почему. В 2021 году Эрдоган выступал тут на одной конференции и сказал, что соцсети, которые были символом свободы, сейчас превратились в главную угрозу демократии. Тоже такой знакомый тезис, согласитесь. И он призвал всех переходить из WhatsApp, недружественного, на отечественный, в смысле турецкий мессенджер BIP. Он принадлежит крупнейшему местному телеком-оператору. Понятное дело, что чиновники все перешли на BIP, но в целом даже в самой Турции не все про этот мессенджер знают, откровенно говоря. Кто-то вот из каналов Telegram сделал пару дней назад вопрос. То тоже, видимо, было какое-то там высказывание на телевизоре, что из серии «Эй, за последние 2 года жизнь-то у нас тут вообще улучшилась в 10 раз». И я девочка написала, у кого реально тут жизнь-то улучшилась хоть во сколько-нибудь? Я такая, нет. Вот. Наверное, пока ты там иностранец или обеспеченный турок, сейчас пока еще более-менее ок. Как вы и сами отлично знаете, после 24 февраля Турция стала одним из главных центров российской иммиграции, а после 21 сентября она подтвердила это свое звание. Сколько точно сюда приехало русских, сказать сложно, такой прямой статистики нет. Есть косвенная статистика, по которой мы можем судить. Например, за последние месяцы здесь, в Анталии и в районе Анталии, иностранцы купили 10 тысяч объектов недвижимости. Среди этих иностранцев, догадайтесь, кто на первом месте? Конечно, русские. А в первые дни, в первую неделю после объявления в России мобилизации спрос на аренду квартир здесь же, в Анталии, вырос в 5 раз по сравнению с неделей до этого. Тут как? Чтобы получить вид на жительство, который дает право долго оставаться в Турции, нужно как раз снять квартиру. Но при этом есть районы и здесь, в Анталии, и в Стамбуле, где уже не дают вид на жительство, даже если там арендуешь, потому что слишком много иностранцев. И вот в последние дни русских стало столько, что всю Анталию закрыли. Сейчас ты приезжаешь, селишься, а вид на жительство получить не можешь. Это даже не официальное такое решение, а просто, похоже, не справляется бюрократия местная и ее компьютеры. В общем, творится здесь настоящее нашествие русских, и даже вот ты просто идешь по улице и понимаешь, что, особенно в некоторых районах, каждый, наверное, третий, а иногда и каждый второй говорит по-русски. Для иностранцев, которые сюда приезжают, у них доход в валюте, даже если это рубли, лира все равно просела даже по отношению к рублю. И поэтому турки немножко в шоке от цен, да. Как они относятся к новой волне русской эмиграции в связи с этим?
Ну, в целом позитивно. Есть, конечно, недовольство именно на тему роста аренды недвижимости, самое большое. Потому что получается, что турки, у которых минимальная зарплата 5000 лир, а самая дешевая квартира, которую ты можешь снять в каком-то нормальном районе, она начинается от 7. То есть это просто невозможно снять. Ну и в этом, соответственно, винят русских. Ну, не русских, а и всех, кто сюда приехал, иностранцы. И русские, и украинцы, и белорусы. Сейчас, конечно, все больше поддерживающие. Но что будет там еще через месяц, Поддерживающие через 2? приехавших россиян. Ну, да, нейтрально, в общем, относятся, я бы сказала. То есть не негативно вот так. Но если продолжит перегреваться рынок, да, как бы расти цены в кафе, еще что-то, то будет меняться отношение, мне кажется. Изначально мы купили билеты в Армению, и наша, конечно, точка была Тбилиси. Вот. Но начали отменять как раз рейсы активно. Нам пришло сообщение, что все, ваш рейс отменен. И мы начали просто мониторить, куда сейчас можно улететь. Вот. И там были такие варианты, типа Мальдивы, Мексика, вот Стамбул, Турция и еще каких-то пару стран. Ну и вы решили, что Турция понятнее. Да. А легко ли вы получили ВНЖ? Ну, относительно. Ну, я думаю, что достаточно легко, если сравнивать с получением ВНЖ в других странах. Ну, то есть вы просто арендовали квартиру и под это получили ВНЖ? Да, у нас был долгосрочный договор аренды на год, а также у нас был открытый банковский счет. Вот. Собственно, все. Я не спешил его получать. Мы приехали сюда 8 марта, а получил я его 28 апреля. То есть я почти 2 месяца присматривался. И про сложности я рассказывал про чужие сложности. Вот на этом мосту стояли 2 ребята из Беларуси. И они говорят, мы умные, мы сами заполним всю эту анкету, мы знаем английский язык, заполнили. И в частности они написали, что мы будем здесь изучать типа культуру и историю Турции. Им сразу раз и отказ. Потому что если ты хочешь что-то изучать, ты или студент, или какой-то там... Другой тип визы нужен. Все, да, понимаешь, нельзя этого писать. Откуда они это могли знать? Они думали, что они знают английский язык, ну молодцы. Если у тебя есть туристический ВНЖ, ты можешь получать визы, и, то есть Шенген, там виза D7, например, в Португалию, будучи здесь туристом по этому ВНЖ. Вот. И мы также стоим в чатике, мы хотим конкретно, там, допустим, попасть в Португалию, мы стоим в чатике, где это обсуждают, и там конкретно разложенный кейс, как это сделать. Делать достаточно, сделать легче, например, даже, чем в России. Вот главный, наверное, чат, который здесь есть, он выглядит вот так. Это большой-большой канал. Допустим, ты выбираешь город, который тебе нужен, а здесь дальше еще много-много-много чатов. То есть у каждого отдельного этого чата еще свои подписчики есть. Турки очень расслабленные. То есть они очень позитивные, они никуда не спешат, они всегда готовы поговорить, попить чай. Даже если ты приезжаешь на бизнес-встречу, вы будете 2 часа пить чай. То есть главная их особенность то, что они не напрягаются. И, допустим, какие-то моменты такие, что тебе нужно сделать ремонт, тебе нужно что-то срочно, или чтобы прям вот четко сделали, это вот не про них. Нет, они там насверлят 10 лишних дырок, и скажут, что да так тоже нормально. Ты привык, например, живя в Москве, что, в принципе, у тебя день как-то расписан, у тебя есть определенный тайм-менеджмент, у тебя есть договоренности, которые хотелось бы дедлайны, да, выполнять. Да. Вот. В Турции я не думаю, что они как-то серьезно вот относятся к времени, и они чувствуют себя, наверное, не знаю, может, не хотят чувствовать какую-то ограниченность. В плане, я же так решил, значит, я так сделаю. Если я хочу прийти в это время, я приду в это. И мы, например, договорились посмотреть квартиру, уже даже, по-моему, заселиться, и мы сидели просто вот так вот под балконом, ждали, когда придет хозяин, отдаст нам ключи, и он такой, типа, я завтракал, зачем вы мне звоните? Типа, я скоро буду. Ну, зачем вы беспокоитесь? Расслабьтесь, ребята.
Ну, самое банальное, что я вам могу рассказать в этом выпуске, это что Турция – излюбленное и самое популярное направление российского туризма. И надо сказать, что ни события в Украине, ни экономические проблемы, ни политические проблемы, ни психологические проблемы в этом году ничего здесь не изменили. По статистике, больше 2 миллионов россиян в этом году слетало на отдых в Турцию. И по-прежнему самым популярным направлением была, конечно, Анталия. Мы здесь отдыхаем уже 9-й раз. 9 лет подряд. Ну, почти. С перерывом. С перерывом, да. 18-й раз. 18-й? Да. Ничего себе. И вообще в Турции где-то, больше 30 раз. В Турции мы уже были не один раз. Это уже считаем, почти что российский курорт. Потому что пока дети были маленькие, мы выезжали все время с детьми. А потом уже внуки стали подрастать, и с внуками бываем. Ну, а здесь в сентябре, это вот такой в мягкий бархатный сезон, это у нас уже такое романтическая встреча с мужем. Россиян из них, из наших 742 номеров, 535. И по мере уменьшения, скажем так, это, то есть в приоритете, и в большинстве у нас россияне. Российский турпоток таким значительным стал за последние десятилетия, что Россия его уже неоднократно использовала в отношениях с Турцией как геополитическое оружие. Вы, наверное, помните, самый известный случай был в 2015-м, когда турецкий F-16 сбил над сирийской территорией возле турецкой границы российский Су-24. Пилоты катапультировались, но один из них потом погиб в бою на земле. Про это недавно был снят игровой фильм. Известная была история. Пилотам присвоили звание героев. Путин потребовал от Эрдогана извинений. Эрдоган долго отказывался. И тогда как раз туристический поток был полностью свернут. Были запрещены чартеры. И по некоторым оценкам турецкая экономика потеряла из-за этого больше 800 миллионов долларов. Потом уже в 2016 году Эрдоган не то чтобы извинился, но он выразил сожаление, принес соболезнования семье погибшего, и отношения стали налаживаться. То есть для Турции это значимая история. Но не надо недооценивать, насколько это для России важная история, особенно сейчас, когда открытая Турция – это такой важный маркер того, что у нас типа все хорошо, все по-прежнему, ничего особенного не происходит, business as usual. По крайней мере, самолеты сюда летают как прежде. Может быть, их не стало больше, но и вряд ли стало меньше. И прилететь в ту же Анталию сейчас можно не только из Москвы и Питера, но и из десятка других российских городов, в том числе совсем небольших. Прилет прямой из Челябинска турецкими линиями. Летим сейчас дольше из-за этого положения. 5 часов. С Украины. 5 часов, да. Цена неприятно изменилась по сравнению с прошлым годом. Мы в это же время были, в сентябре в это время, были на 30% стало дороже. Средняя пятерка раньше, та, которая раньше до ковида, стоила, например, 50-70 тысяч на человека, то есть 100-140 тысяч рублей на пару, на двоих взрослых, то сегодня этот же отель будет стоить не меньше 270-320 тысяч рублей, то есть в 2 раза. Русских клиентов за последние полгода уменьшилось, увеличилось? Половина клиентов русские. Теперь клиентов стало больше, в 2 раза больше. В ресторане в день мы принимаем как минимум 200 иностранцев. Русских, украинцев, немцев, французов, англичан. Люди, которые сюда приходят поужинать, о политике говорят? Или здесь только про еду? У нас семейный ресторан. Сюда люди приходят пообщаться. У нас не играет музыка, от которой пухнет голова. Мы включаем что-то спокойное, ненавязчивое. Посетители общаются. И пускай сейчас в мире не все гладко, мы стараемся поддерживать дружелюбную атмосферу. Между русскими и украинцами здесь какие-то происходили конфликтные ситуации за последние месяцы? В моем окружении не было этого. Но я так скажу, если они и были, они очень резко пресечены. Я слышала от друзей, что в Анталии были какие-то проблемы, но, опять же, я говорю, что мэр Анталии жестко выступил, сказал, что с любой стороны, если будут какие-то провокации, если будут какие-то стычки, это будет очень жестко пресечено, и вы будете сидеть в турецких тюрьмах.
Был момент, первый месяц, когда началась война, конечно, были конфликты, были какие-то столкновения, но Турция очень жестко это пресекает, потому что можно всегда подать жалобу в полицию, полиция на это реагирует. Неважно, с какой стороны. Со стороны России ты жалуешься на украинцев, на агрессию, со стороны украинцев ты жалуешься на агрессию со стороны русских. Неважно, туркам все равно. То есть им главное, чтобы не было никаких национальных конфликтов. Bu Türkiye'de yaşayan insanlar için Для турок это важно. Турция пытается примирить стороны. Для турок очень ценно, что их страна является посредником двух конфликтующих стран. Это очень важно. И вот мы сейчас возьмем и посадим их за стол переговоров. Это ли не победа нашего исламского оружия? Внимание, не только турецкого, но и шире. Что они показывают исламскому миру. Мы ворота, через которые вы, мусульмане, можете, скажем так, в мире, вообще говоря, получить какие-то, преференции, права. То есть это заявка на совершенно другую роль в мире. Да, это очень серьезно. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Уверен, у большинства из нас есть уже сформированное свое отношение к Турции, потому что, уверен, большинство из вас здесь так или иначе были. Я специально для нашего финального разговора выбрал такое туристическое место, чтобы вам было легче выстроить эти ассоциации. Если начинаешь узнавать эту страну лучше, закапываться вглубь, то видишь, что действительно есть многое, что объединяет Турцию с Россией в смысле менталитета. Тоже имперское прошлое, тоже претензии на особый путь, тоже имперские вполне себе амбиции. Но если спросить меня, что, на мой взгляд, отличает Турцию, выделяет Турцию, что позволяет Турции сидеть на всех стульях, то, с чего мы начали этот выпуск, я бы ответил так. Это именно способность, любовь, тяга договариваться. И на базаре, и на улице, и в политике. Разговаривать, договариваться, искать компромисс, смотреть друг на друга в глаза, разговаривать. И мне поэтому кажется, что, несмотря на то, что сейчас действительно всех тянут и от всех требуют занять какую-то позицию, и на человеческом уровне, и на государственном. Мне кажется, что вот благодаря этой способности у Турции получится и дальше выдерживать вот этот вот свой особый путь, в том смысле, что сидеть на всех стульях, не примыкать ни сюда, ни туда, и в результате извлекать выгоду и отсюда, и оттуда, и делать так, чтобы было хорошо в первую очередь нам, в смысле им, туркам. Это редакция. Комменты, лайки туда, подпишитесь на канал. Скоро увидимся.